Приехали на фабрику, менеджер говорит на русском языке. Наша девчонка. Опять триллеры, шуруповерты, болгарки и прочее. Фабрика большая. Не женское это дело продавать такую технику. Представляете, у этой фабрики есть свой штатный менеджер из России, который постоянно в офисе продаж, дабы помочь иностранным клиентам в коммуникации с китайцами. Let's go! Нанимать и содержать иностранного сотрудника – удовольствие дорогое и хлопотное. Визы, перелеты, соцпакет, квартира – это лишь малый перечень трудностей, с которым сталкивается каждый китайский работодатель. Очень часто это лишь рекламный ход. Иногда он себя окупает. Это все пресс-формы. Представляете, какое количество деталей может отливать данный завод? Вот не надо слов, просто смотрите. Это фабричный туалет. В Китае говорят, что по качеству туалета можно увидеть, как работники относятся к фабрике, а по состоянию столовой, как фабрика относится к рабочим. Фабрика настолько большая, что ни мы, ни ее российский сотрудник так и не смогли обойти все цеха. Также прослеживается высокий уровень производства. Кстати, и цены реально высокие. Нужно понимать, подобные фабрики ориентированы на крупных мировых клиентов. То есть заказом, как у нас, 1-2 контейнера в год, сюда можно было и не ехать. Поэтому перемещаемся на следующую фабрику нашего формата. Хорошо встречают. Короче, клиент приехал какой-то очень большой, они подготовились вот. И совпало, что мы тоже приехали. Везде, где мы были, нам много очень красиво рассказывали. Я считаю, что один из основных критериев – это увидеть склад. И вот склад должен быть таким. Потому что рассказывают очень красиво и прям работают со всеми странами, со всеми компаниями. Но такие склады редко можно увидеть. Большие и наполненные товаром. А здесь я уже бывал несколько лет назад. Еще тогда я опешил, как же много товара они производят в день, и этот товар повсюду. На складе, на линии, в лаборатории, везде. Кстати, нет хаоса, все строго на своих местах. Обратите внимание, производство комплектующих автоматизировано, даже двигатели делают уже с защитой. Едем дальше. Следующая фабрика, ну капец, опоздала с нами на 40 минут. Очень красивый офис. Клиент говорит, что уже влюбился в данного менеджера фабрики. Я говорю, надо фабрику посмотреть еще. Сейчас пойдем на фабрику. Пойдем, посмотрим. Сегодня последний день командировки, работы с клиентом по данной теме. Уже устал, уже вообще нет желания одно и то же смотреть. Вот сейчас еще 3 фабрики у нас впереди и вернемся в Львов. Ну вот так вот, 11:30. Люди давно уже кушают и отдыхают. Что-то слабая фабрика, несколько станочков, сами делают из заготовок какие-то элементы корпуса двигателя и все. Пластик льют не сами, просто комплектуют, собирают, упаковывают. Все-таки офис мне понравился намного больше.
главное, что машина у руководителей вот такого качества, а это, видимо, сторожа. Приехали на другую фабрику, касательно прошлой фабрики, где очень красивый кабинет. А производство оказалось абсолютно пустым, нет ни одного человека, нет даже света. Мы увидели собаку, увидели менеджера и увидели его маму. Она же и босс компании. Клиент, мягко говоря, расстроился, а я убедился, что все-таки нужно посещать фабрики и смотреть не какой сайт, а какое производство.